Когда-то могучая коммунистическая империя не жалела средств ни на оборону, ни на науку. И от Тихого океана до Европы возвышались нацеленные в космос огромные антенны и прятались в лесах секретные военные бункеры. С развалом Союза содержание многих из этих объектов наследникам оказались не по карману. Вот лишь несколько сооружений из тысяч спрятанных по горам и лесам секретных и не очень объектов. Станция изучения ионосферы. В Змееве, районном городе в Харьковской области Украины, можно найти уникальную станцию изучения ионосферы. Построена она была почти перед самым развалом СССР. Она была прямым аналогом американского проекта HARP, что развернут на Аляске и успешно действует по сей день. Советский комплекс состоял из нескольких антенных полей и одной гигантской параболической антенны с диаметром в 25 метров. К сожалению, после развала Союза станция оказалась никому не нужна. Сегодня невероятно дорогое научное оборудование просто гниет или разворовывается сталкерами и охотниками за цветными металлами. Северная корона. Первоначально гостиница «Северная корона» в Санкт-Петербурге носила название «Петроградская». Строить ее начали в 1988 году. Славится гостиница не своей красотой, а огромным количеством несчастных случаев во время строительства. Не добавило комплексу популярности и то, что в его стенах от сердечного приступа скончался митрополит Иоанн сразу после освящения здания. Ускоритель элементарных частиц. В СССР мог быть свой адронный коллайдер. Уникальный комплекс начали строить в Московской области, в Протвино в конце 80-х годов. Как нетрудно догадаться, развал СССР фактически поставил крест на научном проекте. Для коллайдера уже был полностью готов 21-километровый тоннель. На объект даже начали завозить оборудование. Работы продолжались и после, однако очень вяло. Финансирования буквально хватало только на освещение приходящих в негодность тоннелей. Нефтяные камни. В Азербайджане можно найти настоящий морской город. Речь идет о так называемых нефтяных камнях. Появился он после того, как советские геологи в 40-х годах 20 века нашли в Каспийском море огромные залежи нефти. Благодаря развитию добычи появился целый город на насыпях и металлических эстакадах. Прямо на воде строились электростанции, больницы, девятиэтажные дома и многое другое. Всего на воде было около 200 платформ с жителями. Общий километраж улиц составил 350 километров. Однако появившаяся позже дешевая сибирская нефть поставила крест на местной добыче, и город пришел в упадок. Заброшенная ракетная шахта, Кикава, Латвия. Неподалеку от городка Кикава находится бывшее расположение комплекса Р-12У. Он состоял из четвертых пусковых шахт и центрального бункера управления и технической поддержки. Территорию окружал тройной периметр из забора и колючей проволоки, за которой круглосуточно дежурили автоматчики, а местность просматривалась с вышек. Но военные покинули базу уже в 1980-х, увезли все ценное секретное, а потом в начале 1990-х пришли мародеры и утащили все, что только могли. Даже выпукло вогнутые двери весом больше тонны срезали и сдали на металлолом. Загоризонтная РЛС «Дуга», Припять, Украина. Титаническое сооружение, построенное в 1985 году для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет, могло бы успешно функционировать и по сей день, но на деле проработало меньше года. Гигантская антенна высотой 150 метров и длиной 800 потребляла такое количество электроэнергии, что была построена практически вплотную к Чернобыльской АЭС и, естественно, прекратила свою работу вместе со взрывом станции. В настоящий момент в Припяти, в том числе к подножию РЛС, возят экскурсии, но забираться на 150-метровую рискуют лишь единицы. Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан, Семипалатинск. Семипалатинский ядерный полигон – первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР, также известный как и СИП Семипалатинский испытательный ядерный полигон. С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе 125 атмосферных, 26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных, 343 испытательных ядерных взрыва под землей, из них 215 в штольнях и 128 в скважинах. Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года. 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был закрыт правительством Казахской ССР. В опасных зонах бывшего полигона радиоактивный фон до сих пор доходит до 10-20 миллирентген в час. Несмотря на это, на полигоне до сих пор живут люди. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.